Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертоглу «Турецкие узоры». Добро пожаловать! Сегодня я буду вязать вот такую вот модельку спицами. Следочки вот такие на размер 36-38. Начнем вязать мы с мыска и закончим задником. Значит, все вяжется на 2 спицах. Вверх я буду заканчивать на 4 спицах. Моделька несложная, вяжется быстро. На ножке сидит очень хорошо, удобная. Так что всем советую связать. Простенький, но очень удачный. Значит, сегодня что нужно нам для этого? Спицы у меня номер 3 я взяла в этот раз. Пряжа, вот смотрите, один я связала. Вот у меня был моток начатый, и вот столько у меня еще осталось. Акрил стопроцентный, 100 граммах, 240 метров. Белый и такой синенький у меня. Я, когда буду вязать, буду называть темный цвет, светлый цвет. Так буду их определять. Значит, что еще? Крючок. Это будем поднимать петли по мыску и по верху. Крючок нам пригодится. Ну и ножницы. Все, на этом все. Значит, нитки, спицы. Начнем вязать. Начинаем вязание с мыска. На спицу наберу обычным способом 11 петель. Я, когда свяжу мысок до середины, и когда полностью провяжу весь мысок, я полностью все буду замерять в сантиметрах. Ну и также по подошве. Значит, что я сейчас буду делать? Набираю 11 петель и 2 ряда провяжу лицевыми петлями. Белым цветом, светлым цветом набираю 11 петель, вяжу 2 ряда лицевыми. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Развернулись. Все петельки провяжем лицевыми. Первую снимаю, остальные все вяжу лицевыми. До конца ряда довяжу и вернусь обратно лицевыми. Провязала 2 ряда лицевыми. Дальше первый ряд узора, темный цвет. Это у нас лицевая сторона. В каждом лицевом ряду по лицевой стороне я буду делать в начале и в конце по одной добавке. Буду расширять мысок, пока у меня на спице не будет 33 петли. Как я уже говорила, у меня размер 36-38 до 38. Если у вас будет размер больше, то можно расширить, 35 петель сделать тогда, по одной еще добавить. Значит, сейчас мы ее закрепим, сразу сюда протяну, потом эти хвостики все позакрепляем, подтянем. Сразу делаю одну добавку темным цветом и провязываю 2 лицевых темным цветом. 2 лицевых петли темным цветом. Одну белую снимаю не провязанной. 3 лицевых темным цветом. Одну снимаю не провязанной. Что у нас остается? 2 петельки. 2 петельки лицевыми темным цветом. Одну добавку сделала и кромочную я провязываю изнаночной. Так, второй ряд, изнаночная сторона, синий цвет у нас продолжается. Все вяжем лицевыми, снятые петельки будем снимать. Добавки в начале ряда, даже если они потом у нас будут по узору идти, мы должны будем их снимать, я все равно их буду провязывать лицевыми. Значит, сейчас что мы делаем? Синие петли у нас были провязанные. Я все-таки таки буду их называть синими, потому что сбиваюсь. Синие петли провязанные я буду провязывать лицевыми. Снятые петли я буду снимать. Это второй ряд у нас. Нить перевела, петельку сняла. Петельку сняла. Тут аккуратненько провязываем. Сейчас поподтягивать надо это все.
Третий ряд узора, лицевая сторона, крайние 2 нити, я их буду перекручивать. Значит, что мы сейчас здесь будем делать? Теперь будем также идти 3 лицевых провязывать, 1 петельку снимаем. Снимаем петельку, вот 3 синих есть, среднюю снимаем. Вот этих вот 3 петельки мы будем провязывать. Так, это у нас третий ряд. Кромочную снимаю, делаю одну добавку. Сделала одну добавку, кромочную одну добавку сделали. Дальше у нас идет 3 синих петли. Среднюю петельку мы будем снимать. Одну синюю провяжу лицевой, одну снимаю. Следующие 3 петли провязываю синим цветом лицевыми. Раз, два, три. Средняя снимаем мы ее. Опять 3 лицевых. Раз, два, 3 лицевых. Одну сняли. В конце ряда одну провязываем лицевой, одну добавку. Последняя изнаночная. Это был третий ряд. Переходим на изнанку, четвертый ряд. Что мы здесь сделаем? Все вяжем лицевыми провязанные петли, снятые петли снимаем, не провязывая. Вот у нас снятая петелька, мы ее будем снимать. Снимаем не провязанные. Провязанные петли вяжем лицевыми. 3 петли лицевой, снятую петельку снимаем не провязанные. Так идем до конца ряда. Следующий ряд мы провязали сейчас синим цветом 4 ряда. Значит, по ходу всего вязания у нас будет 4 ряда синим цветом и всего лишь 2 ряда белым будут провязываться. Значит, далее у нас белый цвет. Первую снимаю, делаю одну добавку белым. Здесь точно так же будем вязать одну синюю петельку, будем снимать, 3 белых будем вязать лицевыми. Снимаем петельку, вот у нас была снятая, и над ней петельку будем вязать, снимать. Эту снимаем, 3 белых провязываем лицевыми. Значит, что у нас сейчас получается? Одну петельку мы снимаем, снимаем не провязанной. Дальше 3 белых провязываем лицевыми. Одну петельку снимаем. 3 петли провязываем белым цветом лицевыми. Вот смотрите, 3 петельки посередине снятая. Этих 3 петли мы провязываем лицевыми. Сейчас еще рисунок не очень понятно, он немножечко, через несколько рядов он уже вырисуется. Значит, одну сняли, 3 петли белым, 3 белым лицевыми. Одну петельку сняли, 3 белым лицевыми. В конце одну снимаю, делаю одну добавку. Так, следующий ряд, изнаночная сторона. И вот только в этом ряду белым цветом, когда мы вяжем, опять мы будем снимать снятые петли, будем снимать не провязывая, а провязанные петли в этот раз мы будем вязать изнаночными. Если синим цветом мы когда вязали, мы вязали их, провязывали лицевыми, то когда вяжем белым цветом, провязанные петли мы будем вязать изнаночными. Провязанные петли вяжем изнаночными, снятые петли снимаем. Так идем до конца ряда. Снимаем, все провязываем изнаночными. Снимаем.
Снимаем. Так, следующий ряд. Синий цвет берем, темный цвет. Сейчас у нас начинается повтор, так как мы начинали вязать, только будем менять уже в шахматном порядке. Принцип тот же. Опять мы будем провязывать 3 петельки, будем провязывать вот эти вот 3 лицевыми синим цветом. Одну среднюю белую будем снимать. 3 синим лицевыми, одну снимаем. 3 темным цветом лицевыми, одну снимаем. Может быть, немножко непонятно получится, но сейчас я провяжу пару мотивов, и там уже будет ясно. Так, что у нас здесь? Синий цвет. Первую снимаю, делаю добавку. Вот что у нас получается. Первые 3 мы провяжем темным цветом. У меня это синий. Раз, два, 3. Среднюю. 3 белых у меня было. Среднюю снимаю не провязанной. Опять 3 петельки. Провязываю темным цветом. Снимаю не провязанные. Так, идем до конца ряда. Белую снимаю не провязанные. 3 синих. В конце делаем одну добавку. Изнаночная сторона. Снятые петли будем снимать не провязывая. Провязанные петли будем провязывать лицевыми. Снятую петельку снимаем не провязанные. 3 петли у нас синим. Мы их провязываем лицевыми. Снятую петельку снимаем не провязанные. Раз, два, 3. Снятую петельку снимаем не провязанные. 2, 3. Вот у нас в конце нужно снять, но я ее тоже провяжу. Так, третий ряд синим цветом. Два ряда провязали, это будет у нас третий. Первую снимаем. Среднюю петельку мы снимаем не провязанной, что в белом цвете, что в синем. Вот где у нас 3 петли провязанные однотонным цветом, среднюю мы снимаем не провязанной. Вот эти вот 3 петли мы провязываем лицевыми. Значит, что здесь у нас получается? 2 петельки провязываем синим цветом сейчас. Одну снимаю. 3 петли синим цветом опять. 3. Одну снимаем, среднюю не провязанную. 3 петли синим. Среднюю снимаем не провязанной. Так идем до конца ряда. 3. Одну снимаем не провязанной. Изнаночная сторона. Снятые петли мы будем снимать. Провязанные петли будем провязывать лицевыми. Вот она у нас снята идет. Значит, первые 3 петельки я здесь провязываю лицевыми. Снятая дальше я ее снимаю не провязанной. Это 4-й ряд синим цветом. Изнаночная сторона. 3 петли провязываем лицевыми. Снятую петельку снимаем.
3 лицевыми, снятую петельку снимаю. Так идем до конца ряда. Закончили 4-й ряд синим цветом. Теперь у нас 2 ряда будет идти белым цветом. Все точно так же, только теперь мы будем менять местами. Будет у нас идти в шахматном порядке, чтобы у нас вот эти вот белые звездочки, вот между двумя белыми будет белая. Значит, сейчас мы здесь будем набирать 3 петли белым цветом, одну снимать не провязанной. 3 петли белым цветом будем где набирать? Вот между вот этими двумя. Вот они, 3 белым. Над этой звездочкой одну петельку снимаем. Принцип такой, менять местами. Только единственное, что везде по изнанке мы провязываем лицевыми провязанные петли, кроме белого цвета. Когда вяжем белым цветом, по изнаночной стороне будем провязывать изнаночными. Вот это вот не забыть. Значит, что мы сейчас здесь будем делать? Над белым у нас одна будет сниматься. 3 провяжем лицевыми. Одна снимается. Значит, первая у нас будет лицевая белым цветом. Одну снимаем. Дальше поехали. 1, 2, 3 белым цветом. Одну петельку сняли не провязанные. 3 белым цветом. 1, 2, 3. Одну сняли не провязанные. 1, 2, 3. Одну сняли не провязанные. 3 белым цветом. 3. Одну сняли не провязанные. И в конце у нас получается вместе с добавкой 2 петельки. Изнаночная сторона, белый цвет, 2-й ряд. У нас всего 2 ряда. Что мы здесь делаем? Провязываем белые петли изнаночными, снятые петли снимаем, не провязывая. Снятую петельку снимаем. Остальные все вяжем изнаночными. 3 изнаночных, снятую петельку сняли не провязанные. 3 петли изнаночными белым цветом, снятую петельку сняли не провязывая. Снятую сняли не провязывая. Так, еще раз покажу, а там уже до середины дойдем сами. Значит, теперь у нас опять синий цвет. Что мы делаем? Вот 3 петли, между ними синие. Их мы будем провязывать лицевыми синим цветом. Среднюю петельку белую мы будем снимать не провязанной. Кромочную снимаю, делаю добавку. Сейчас у нас будет 3 синим цветом, значит, перед ними одну снимаю не провязанной. Далее идет у нас 3 петли лицевыми синим цветом. Среднюю белую снимаю не провязанной. 1, 2, 3. Одну сняли не провязанной. 1, 2, 3. Среднюю петельку снимаю не провязанной. Следующие 3 провязываю синим цветом. Средняя белая, снимаем не провязанная ее. Три. Так, 3, 1. А еще одна у нас будет добавка. Одна у нас добавка. Последняя кромочная. Изнаночная сторона. Снятые петли мы снимаем не провязанными. Провязанные петли провязываем лицевыми.
3 петельки синим цветом у меня лицевыми, снятую петельку снимаю не провязанной. Это второй ряд синим цветом мы вяжем. Получается у нас узор 4 ряда синим цветом и 2 ряда белым. Снимаем 3 петельки синим цветом лицевыми. Снятую петельку снимаем не провязанной. Снятую снимаем не провязанной. Ой, ой, сейчас соскочит спица. Ой, 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 нет, не соскочила. Подтянули. Так, третий ряд опять у нас синий цвет продолжается. Так, 3 синим, 1 средняя синим, мы ее снимаем. Вот 3 синих петли, среднюю синюю я буду снимать не провязанной. 3 синие, 3. Значит, что у нас здесь первая идет? 3 петли провязываем лицевыми. 1, 2, 3 лицевыми. 1 снимаем среднюю, не провязанную. Дальше опять у нас 3 лицевыми. 1, 2, 3. 1 снимаем среднюю синюю, не провязанную. Следующие 3 вяжем лицевыми. 1, 2, 3. Среднюю петельку синюю 1 снимаю не провязанной. Так идем до конца ряда. 3 лицевых, 1 снимаю не провязанной. 1 снимаю, 3 лицевых, 1 снимаю, 3 лицевых. Сделала добавку. И 4-й ряд по изнаночной стороне. Опять снятые петли снимаем не провязанными, не провязывая. Провязанные петли мы провязываем лицевыми. Просто здесь все одинакового цвета, немножечко внимательно нужно. Вот она у нас снятая. Снятую снимаем. 3 лицевых. Снятую петельку снимаем. 3 лицевых. Так идем до конца ряда. Снятую петельку снимаем. Нить перевели. 3 лицевых. Снятую. Довязали мы 4-й ряд, изнаночную сторону до конца дошли. И еще следующий ряд у нас теперь опять белым цветом. Что мы делаем? Опять вяжем в шахматном порядке. Значит, между двумя звездочками 3 петельки у нас получается белым цветом. Над звездочкой, чтобы легче было ориентироваться, петельку мы снимаем. 3 белым, снимаем 2 белым. Берем белый цвет. Сейчас еще раз пройдусь белым. Так, первую снимаю, делаю 1 накид опять. Так, что у нас здесь? Значит, над белым будет у нас снятая, 3 белым. Опять у нас вот здесь белый цвет, 1 будет снятая. Значит, в этом ряду 2 белым, 1 добавка, 2 белым. Следующую петельку мы снимаем не провязанной. Меняем, сдвигаем петельки в шахматном порядке. Теперь вяжем 3 белым, 3 петли лицевыми, белым цветом, 1 петельку снимаем. 3 петельки лицевыми, белым, 1 петельку снимаем. 1 снимаем. Вот так вот будем менять и провяжем так весь мысок. 3 белым, 1 снимаем, не провязывая.
3 белым, 1 снимаю, не провязывая. Так идем до конца ряда. Так, 1 снимаем, и оставшиеся петли, 2 петельки белым цветом делаю 1 добавку, кромочную провязываю изнаночной, второй ряд белым цветом, изнаночная сторона. Как я уже говорила, их всего будет у нас 2 ряда. Провязываем провязанные петли, провязываем изнаночными, белые петли провязываем изнаночными, снятые петли снимаем не провязанными. Снятую петельку снимаем. 3 белых петли провязываем изнаночными. Снятую петельку снимаем. Так, вяжем до конца ряда. Следующий ряд опять начинаем синим цветом. 3 синим, 1 снимаем не провязанное. Если кому что будет непонятно, пишите в комментариях, я постараюсь разъяснить еще раз. Хотя нужно будет снять отдельным маленьким видео этот узор. 1 сняли не провязывая. 1 сняли не провязывая. Так, сейчас надо посчитать, сколько у меня здесь петель. Так, довяжем, пока у нас не будет 33 петельки на спице. Все, дальше переходим на синий цвет. Продолжаем расширять. Дойдем, пока у нас будет 33 петли на спице. И я к вам вернусь. Я провязала 33 петли у меня сейчас на спице. Вот 3 ряда получилось вот таких звездочек. Сейчас у меня будет ряд белым цветом. На этом я добавки больше делать не буду. Провяжу сейчас 12 рядов полных, туда и обратно 12 рядов без добавок. Среднюю часть, такую небольшую, провяжу 12 рядов без добавок. Вяжем этим узором, только без добавок. Значит, что я сделаю? Ну, пока вот ширину могу померить вам. 10 сантиметров у меня ширина. Ну и здесь получилось почти 5. Да? Вот так вот. Значит, далее перехожу на белый цвет. Провяжу 12 рядов без добавок, а потом буду убавлять. В лицевых рядах буду делать добавки. И точно так же, как я прибавляла, буду убавлять по одной петельке, пока у меня не будет на спице. Опять же, сколько я начинала? 11 петель, да? Так и будем убавлять. Значит, что сейчас делаем? Вяжу белым цветом. Прибавок больше не делаю. 1. Первых 3 будет белым цветом у меня. 1, 2, 3. 1 петельку снимаю. 3 белым лицевыми. 3 петельки лицевыми, 1 снимаю. 3 петельки лицевыми, 1 снимаю. И так дальше по узору продолжаем. Провяжем без добавок, потом я к вам вернусь, начнем делать убавки. Вяжем. Провязала я 12 рядов без добавок. Как раз у меня закончилось на 4 ряду синим цветом я закончила. Теперь у меня белый цвет, и начну делать убавки в каждом лицевом ряду. В начале и в конце ряда будем сокращать по одной петельке. Буду убавлять, пока у меня не будет точно так же, как было в начале, 11 петель. Также первую снимаю, первые 2 провязываю вместе. Дальше вяжем по узору до конца ряда. Так, что мы тут? 1 снимаем. 3 белым. 3 белым. 1 снимаем. 3 белым. 1 снимаем, не провязывая. Так, идем до конца ряда и сократим в конце ряда 1 петельку. Пришли в конец ряда. Так, что у меня здесь?
Одна провязанная будет, и 2 предпоследних провязываю вместе. Все, изнаночная сторона. Вяжем по узору без сокращений. По лицу буду в начале и в конце ряда сокращать. По изнаночной стороне это у нас белый ряд. Все провязанные петли я вяжу изнаночными. Снятые петли снимаю. Вяжем так до конца ряда. Довязываем до конца. Перешли на лицевую. Берем второй цвет. Что у нас после белого? Темный цвет. Первую снимаю. Опять первые 2 петли после кромочной провязываю вместе. Дальше смотрим, что у нас по узору идет. 3 синих, 1 снимаем. Значит, у нас остается 2 петельки, провязываем синим цветом. 1 снимаем. Следующие 3 синим цветом. Так, идем до конца ряда. В конце ряда опять же закроем 2 петельки. Так будем сокращать в каждом ряду. 3, 1 сняли. Раз, 2, 3. 1 сняли. 3 лицевых. 1 сняли. Раз, 2, 3. Ай, куда? 1 сняли. Раз, 2, 3. 1 сняли. Раз. Так, и что у нас тут в конце? 2 провязали. И 2 предпоследние провязываю вместе. Последнюю кромочную. Все, переходим на изнанку. Изнаночные вяжем без убавок. Убавляем только по лицевой стороне. Дойдем, убавим, пока не будет 11 петель. Встретимся. Сократили петли до 11, сократила. Если у вас размер больше или нить тоньше, то можно будет набирать 13 и, соответственно, сократить до 13. Сориентируйтесь, я сделала 11. Значит, сократила, и последние 2 ряда провяжу без сокращения синим цветом и закрою петли. После того, как сократила, еще провяжу 2 ряда. Закрою петли и белую нить проведу в начало ряда, в конец ряда. По 2 петельки сокращаем, закрываем петли. Закрываем. Ниточку белую провела в конец ряда. И последние 2 петельки я закрою, протяну белой нитью. И сейчас белой нитью я буду набирать петли по всему мыску. Значит, что у нас здесь получилось? Высоту мысок 11,5, да? 11,5 сантиметров. Ну, в ширину я уже мерила его. 10 так и осталось в ширину. Так, теперь что будем делать? На те же самые спицы номер 3 белым цветом набираю петельки. Сразу отметила серединку, чтобы одинаковое количество петель получилось с обоих сторон у меня. Наберу петли и обратный ряд вернусь лицевыми петлями провяжу. Плотненько, сильно не растягиваем. Наберем полностью петли и вернемся лицевыми.
Вернулись лицевыми петлями. По лицевой стороне получились у нас изнаночные. У меня на 3 спицах, поэтому тут непонятно. Теперь следующий ряд я провяжу синей нитью, лицевыми петлями. Еще один ряд провяжу синим. Ну или какой там у вас цвет будет. Все петельки провяжу лицевыми и потом перейду к подошве. Все, вяжем все до конца лицевыми. Эту ниточку сразу надо сейчас запутать. Провязали один ряд лицевыми петлями синим цветом. Вот. Ниточку придется мне обрезать. Теперь будем вязать подошву. Подошву я начну вязать с 11 петель, на 11 петлях. Вот где мы начинали белый цвет, здесь у меня будет начало подошвы. Закрытые петли, это у меня будет верх, это у меня низ. Так, теперь подсоединяю нить. Подошву буду вязать изнаночными петлями всю. Я специально так распределила на спицы, чтобы был виден, понятен этот ромбик. Значит, сейчас провяжем это все дело изнаночными петлями. Крайние петельки буду соединять по 2 изнаночной петлей по лицевой стороне, по изнаночной стороне буду провязывать 2 вместе лицевой петлей. Прибавок делать не буду. Сейчас скажу, что сделаем дальше. Так, последняя петелька. Провязываем их 2 вместе изнаночной. Развернулись. Другую спицу схватить. По изнаночной тоже буду вязать все изнаночными. До конца вяжу изнаночными петлями. Пришла в конец ряда. Последнюю петельку, надо ниточку закрепить. Последнюю петельку провязываю 2 вместе с петелькой с боковой спицы, 2 вместе провязываю лицевой. Значит, теперь следующий ряд провяжу также 11 петель. С изнанки добавлю по 1 петельке, будет у меня 13 петель, и буду продолжать подошву вязать на 13 петлях. Опять вяжу 11 петель все изнаночными. До конца ряда вяжу изнаночными. Последние 2 петельки по лицевой стороне соединяю изнаночные. Пришли в конец ряда, 2 петельки соединяю изнаночные. Сделаю по 1 добавке. Немножечко расширю на 2 петли подошву. И на 13 петлях буду продолжать вязать. Так, все, опять вяжу изнаночной до конца, не довязывая 1 петельки, сделаю 1 добавку в конце ряда. Опять сделали 1 добавку. Все. 2. И продолжаю дальше вязать все изнаночными. 2, 4, 6, 8, 10, 13 петель. 13 петель, продолжаю на них вязать подошву. Значит, докуда будем вязать. Смотрите, что у меня здесь получилось. Вот так у меня подошва расширяется. Вот так вот она расширяется, уходит. Значит, я провяжу, пока у меня на спице, вот здесь вот, не останется 18 петель. Останется 18 петель, и потом я буду делать прибавки.
Сейчас все петли я провязываю 13 петель подошвы. Остается у меня 18 петель. Начнем делать прибавки. Сейчас свяжем подошву, пока у нас на двух спицах не останется, на вот этих двух спицах не останется здесь по 18 петель. Будем делать тогда в каждом ряду по одной петле провязывать. Это будет у нас прибавки. И в итоге, когда дойдем до последней петли, у нас получится ширина тапочки. Общее количество петель у нас будет 53 петли. Значит, сейчас свяжем подошву, не довязывая 18 петель. Я к вам вернусь. Закрыла я петли. На боковых спицах у меня осталось по 18 петель. Теперь каждую петельку с боковой спицы я буду провязывать. Буду провязывать изнаночной. Таким образом у нас будут добавляться петли. Значит, у меня здесь по подошве 13. Здесь по 18. 18 и 18 будет 36. И 13 это получается у нас 49. А мне нужно 53. И вот здесь вот еще пару петелек с боковой вверху. Вот здесь вот по пару петелек еще мы подобавляем. Получится у меня 53 петли. Сейчас что я сделаю? Замерять, сколько здесь получилось. Каждый кусочек замеряю. Вот 5 и 3. И здесь ширина у меня, ну так, чтобы легче было ориентироваться, 5 сантиметров. Может быть, вам покажется, что это узко. Нет, он растягивается хорошо, не узко, нормально было. Ну, если кому-то вдруг узко будет, тогда добавите еще по петельке. Так, теперь последнюю петельку мы тоже провязываем. Провязываем изнаночной. И одну петельку с боковой спицы тоже провязываю изнаночной. Тут подтянуть надо так, чтобы не образовывалось дырочки. Развернулись. Ниточка впереди. Сняла ее. И дальше все петли вяжу изнаночными. Иду до конца ряда изнаночными. Вяжем изнаночными до конца. Последнюю тоже провязываем изнаночной. Все петли с подошвы вяжу изнаночными. Петельку с боковой спицы по изнанке я буду провязывать лицевой, чтобы она на лицевой стороне выглядела изнаночной. Развернулись. Первую снимаю. Все остальные провязываем до конца изнаночными. Петельку с боковой спицы провязываю по лицевой стороне изнаночной. Так у нас будут прибавляться петли. Вяжем до конца все изнаночными. Последнюю петельку провязали изнаночной. Теперь петелька у нас с боковой спицы, тоже ее изнаночной. Подтянули, развернулись. И продолжаем дальше. Вяжем опять же все изнаночными. Последнюю петельку, то есть с боковой спицы по изнанке провязываем лицевой. Так расширим подошву. Провяжем все оставшиеся петли до конца. Недостающие пару петелек наберем с боковой вот стороны. А потом будем вязать само полотно до пяты. Так, поплотнее надо вязать вот эти вот боковые стороны, чтобы не было сильно растянуто здесь. Все. Думаю, что понятно. Вяжем все изнаночными. Петельки добавляем с боковых сторон. Боковые спицы, вот эти вот с этой спицы, все провязываем по лицу. Провязываю изнаночной, по изнаночной стороне петли с боковой спицы провязываю лицевой петлей. Вяжем, расширяем подошву, закончим, довяжем до последней петельки. Закончила я провязывать все петли с боковой спицы, закончила вязать подошву.
Вот такой мысок у меня получается. Вот это вот у меня по подошве. Получается, по подошве у меня получилось 49 петель. Сейчас недостающие петли я наберу с двух сторон по 2 петельки. С правой и с левой стороны по 2 петельки наберу. Так, вот у меня одна еще петелька. Сейчас я ее провяжу, последнюю. Если вы закончили вязание на этой стороне, то наберите на той стороне, значит. Так, и вот здесь вот недостающие петельки доберу. Обратно вернусь изнаночными петлями опять. Провяжу по изнанке опять все изнаночными. Доберу 2 петельки и с лицевой стороны начну вязать само полотно подошвы. До пяточки будем его вязать. Я буду вязать чешуйками со снятыми петлями узором. Сейчас вяжем до конца изнаночными. Добираем в конце 2 петельки. Вяжем до конца ряда. Набрала петли. Следующее, что я буду делать, вот таким вот узором буду вязать до начала пятой. Значит, что я сейчас померю еще померю в сантиметрах до начала пятой. 25 получается. Но если подтянуть, 24 дотягиваем. В свободном состоянии 20,5 сантиметров. Так, сейчас буду тут вот часть вязать чешуйки. Сколько у меня вот здесь будет рядов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. И вот он. И последний будет изнаночный. 18 рядов этих чешуек у меня здесь получилось. Значит, первый ряд, как я его провяжу, кромочную снимаю. Одну провяжу изнаночной. Одну снимаю. Одну сняли. Одна изнаночная. Одну сняли, нить перед работой. Одну изнаночная. Одну сняли. Одна изнаночная провязали. Одну петлю сняли, не провязанной. Одна изнаночная. Одну сняли, не провязывая. Одна изнаночная, одну снимаем. И так идем до конца ряда. Вот так вот. Так что у нас здесь одна изнаночная, одну сняли, не провязывая. Одна изнаночная, одну сняли. Вяжем так до конца ряда. Второй ряд. Изнаночная сторона. Все петли провяжем изнаночными. Первую кромочную снимаю. Оставшиеся все петли до конца провяжем изнаночными. Следующий ряд будем менять в шахматном порядке, провязывать. Все до конца вяжем изнаночными. Третий ряд, лицевая сторона. В первом ряду мы первую петельку провязывали изнаночной. Теперь мы ее будем снимать. Мы ее будем снимать не провязанной. Следующую петельку, которую мы снимали, мы будем провязывать изнаночной петлей. Первую мы сняли не провязывая, не провязанной. Следующую провязываем изнаночной. И так до конца ряда. Одну петельку снимаем, одну провязываем изнаночной. Одну петельку снимаем, одну провязываем изнаночной. По изнаночной стороне все петли будем вязать изнаночными. Итак, провяжем узором нужную нам длину, а потом перейдем к пятке. Так, вот у нас была снятая петелька, теперь над ней мы петельку провязываем. Провязанную снимаем. Все. Следующий ряд опять будем менять их местами. Над провязанной будем снимать петельку, над снятой будем провязывать. Так, с этим вроде бы разобрались. Все. Так вяжем до конца ряда по изнаночной изнаночными. Довяжем до
начало пятой. Я к вам вернусь, будем вязать пятку вместе. Провязала я нужную длину тапочки все. Теперь переходим к подошве. Подошву я буду вязать также чешуйками, как я вязала само полотно. Подошву, пятку, господи, заговорилась. Буду ее вязать на средних 13 петлях. Значит, на боковых спицах у меня по 20 и посередине 13. Так, здесь я ниточку не обрезала, немножечко оставила. Я когда буду вязать, подхватывать буду ее, провязывать тоже. Значит, первую провязала, сняла. Дальше будем продолжать рисунок. Так, что у нас здесь получается по рисунку? Первую я снимаю, следующую провязываю изнаночной, одну снимаю не провязанной, одну провязываю, одну снимаю не провязанную, одну провязываю изнаночной. Так идем до конца ряда. Снять одну провязать изнаночной, одну снять, одну провязать, одну снять, и последняя петелька по лицевой стороне я буду закрывать изнаночной петлей. По изнаночной стороне я буду закрывать лицевой петлей. По изнаночной стороне все петли вяжу изнаночными. Все провязываем 13 петель, все 13 петель провяжу изнаночными. Довязала до последней петельки. Последняя петелька с петелькой с боковой спицы провязываю 2 вместе, лицевой соединяю их. Все, подтянули. Переходим на лицевую сторону. Теперь опять продолжаем вязать в шахматном порядке. Первый ряд мы петельку первую снимали, значит, теперь я ее буду провязывать. Кромочную сняла, одну петельку провязала изнаночной, следующую снимаю не провязывая, одну провязываю изнаночной, следующую снимаю и так провязываю до конца ряда. Одну снимаю, одну провязываю. Изнаночная, снять не провязанной, изнаночная, снять не провязанной. Одну провязали, одну сняли, одну провязали. И последняя петелька, соединяем с петелькой с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной. Все, по изнанке вяжем также все изнаночными. Последние 2 петельки соединяем лицевой. Так вяжем до конца, пока у нас не закончатся все петли на боковой спице. Закроем, довяжем пятую до конца, закроем все петли. И потом будем заканчивать верх уже тапочка обвяжем. Понятно все, да? Заканчиваем пятку. Закончили мы вязать пятку, закрыли петли. Теперь подключаем белую нить и по всему тапочку наберем петли. Что мы будем делать? Свяжем вот такую вот окантовку. Наберу петли на спице номер 2,5. Половинку вот этой вот бейки провяжу спицами номер 2,5. Внутреннюю часть буду провязывать спицами на полномера меньше. Наберем сейчас белым цветом петли. У меня получится 60 петель. Я пару петель, у меня было 62 или 63, сократила их, по 2 провязала вместе, потому что широковато для этого размера получается. Наберем белым цветом и первый ряд провяжем все изнаночными петлями. Значит, на спице номер 2,5 набираю петельки. По 2 дужки вытягиваем ниточку, петельку. Сразу хвостик запутать, затянуть его. Провяжем один ряд белыми изнаночными. Нить обрезать не будем, потому что внутреннюю часть я потом буду провязывать опять белым цветом. По 2 дужки. Вытянули петельку, подтянули. Так, по всему тапочку наберем и пройдем один ряд изнаночным. Дальше я буду вязать 5 рядов синим цветом, потом опять буду вязать белым цветом. Всего я провяжу сколько? 13 рядов всего я провяжу и потом примонтирую. Так, набираем белым, провязываем один ряд изнаночными.
Провязала я первый ряд все белым изнаночными. Дальше буду вязать основным цветом, у меня это синий. Все буду вязать по кругу лицевыми петлями. Провяжу всего 13 рядов, как я уже говорила. 5 рядов провяжу сейчас синим. С 6 ряда я буду вязать белым цветом спицами номер 2. Сейчас у меня спицы 2,5. Внутреннюю часть я буду вязать на двойке. Ну, так лучше ложится, более закругленная получается тогда. Так что сейчас вяжем все лицевыми. Если хотите, чтобы повыше была обвязка, можете больше рядов провязать. Я ее довяжу до конца, замерю, сколько она у меня будет сантиметров. Так, вяжем 13-15 рядов по желанию. У меня будет 13 рядов. Все лицевыми вяжем по кругу. Провязала я лицевой гладью сколько сантиметров, сейчас скажу. 3 сантиметра, немножечко больше, 3 сантиметра. Выворачиваем это все наизнанку. Я буду монтировать по изнаночной стороне. Можно просто перегнуть и по лицевой это все делать. Перегибаем все ровненько, чтобы все петельки совпадали. Так, теперь берем одну петельку со спицы, подхватываем вот белые петельки. Самый первый наборный ряд у нас был, вот они проходят. Одна петелька со спицы, вводим крючок под эту петельку, под петельку первого начального ряда и протягиваю 2 вместе, закрепляю. Сняли одну, подхватили петельку, захватили ниточку, протянули. Сильно туго не затягивайте, потому что потом будет плохо растягиваться. Так, по одной закроем все петельки, закрепим хвостики ниточек, спрячем все под эту окантовку. И на этом будет все. Одну снимаю со спицы. Так, одну подхватили, одну. И протянула. И так идем дальше по всему тапочку. Все, заканчиваем обвязку. Ой, что-то я не туда завела. Угу. Еще раз. Одну сняли. Одну петельку подтянули. Захватили ниточку и протянули. Все, так обвяжем, закрепим, примонтируем полностью всю эту беечку. Вот так вот выглядит на лицевой стороне. Все, вот такой вот тапочек у нас получится. На сегодня все. На этом я заканчиваю, закругляюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем легких петелек. Всем пока-пока.